Арми, вы готовы? Тыкук снова шокировал оператора. Бомбастион. Официальный оператор тура BTS наконец-то раскрыл самый шокирующий секрет на сцене стадиона Метлф в Нью-Джерси – нежный и интимный поцелуй между Тэхёном и Чингуком прямо посреди концерта. Этот романтический момент, начавшийся с нежного взгляда на расширенной сцене, подтверждает скрытые романтические отношения между двумя мировыми звездами. Без колебаний этот поступок был немедленно защищен другими участниками BTS, которые быстро отвлекли внимание десятков тысяч фанатов на стадионе. От того, как RM взял микрофон, до теплых поддразниваний участников в гримерке, это эксклюзивное признание становится неоспоримым доказательством глубокой любовной связи, объединяющей их за пределами мирового внимания. Привет, ARMY, добро пожаловать обратно на мой канал. Сегодня у нас еще одно захватывающее обновление, которое вы не захотите пропустить, так что оставайтесь с нами до конца. Стадион Метлф в Истратерфорде, штат Нью-Джерси, внезапно оказался в центре внимания всего мира после великолепного концерта BTS, оставившего за кулисами неожиданную историю. В окружении тысяч светящихся палочек и оглушительных криков фанатов эксклюзивное признание одного из официальных операторов тура наконец раскрыло сладкий секрет, который долгое время держался в секрете. Оператор, пожелавший остаться анонимным, рассказал о романтических отношениях между Ким Тэхёном и Ви и Чон Чингуком, которые развернулись прямо на главной сцене. В течение многих лет близость между Тэхёном и Чингуком всегда была горячей темой для обсуждения среди фанатов, хотя многие считали это просто дружескими отношениями между участниками группы. Оператор рассказал, что их отношения на самом деле были гораздо глубже, чем просто отношения участников группы, описав их как влюбленных, искренне любящих друг друга. Концерт в Нью-Джерси в тот вечер стал безмолвным свидетелем того, как эти болящие чувства больше не могли скрываться за гламурными огнями сцены. По словам оператора, волшебный момент произошел во время исполнения песни на бис, что создало эмоциональную атмосферу на всем стадионе. Под холодным небом Нью-Джерси Тэхён и Чингук стояли бок о бок на расширенной сцене, ненадолго отделившись от других участников, которые приветствовали фанатов в другом углу. Через объектив дальней камеры при мягком освещении оператор запечатлел взгляд, полный нежности, сияющий между ними, взгляд, который разделяют только влюбленные. Не обращая внимания на десятки тысяч глаз и камеры стадиона, которые продолжали снимать, Тэхён нежно потянул Чингука за шею, стерев все оставшееся расстояние между ними. Оператор признался, что его руки дрожали, когда он смотрел прямо на экран монитора, как их губы встретились в теплом, нежном, но решительном поцелуе. Этот короткий момент, длившийся всего несколько секунд, казался остановкой времени среди окружающего шума музыки. Чингук, который обычно на публике выглядит суровым и застенчивым, ответил на поцелуй самой милой улыбкой, которую когда-либо запечатлел оператор. Его руки нежно погладили талию Тэхёна, подтверждая, что близость, которую они разделили в тот вечер, стала подтверждением романтических отношений, которые они так долго тайно строили. Атмосфера на сцене мгновенно преобразилась, став глубоко интимной, словно в тот момент мир принадлежал только им двоим. Оператор рассказал, как ему пришлось в долю секунды принять решение повернуть камеру в сторону зрителей, чтобы защитить личную жизнь пары от больших экранов стадиона. Однако этот милый жест и волшебное взаимодействие между Тэхёном и Чингуком навсегда запечатлелись в технической памяти, а также в умах тех, кто находился рядом. После нежного поцелуя Тэхён что-то прошептал на ухо Чингуку, отчего его возлюбленный рассмеялся, а на щеках появился явный румянец. Затем они крепко переплели пальцы и вместе прогуливались по сцене в Нью-Джерси, одаривая поклонников счастливыми улыбками. Жесты объятий и поддержки друг друга на протяжении всего оставшегося шоу еще больше подчеркивали их статус идеальной пары. Неожиданное событие на сцене стадиона Метлф удивило не только оператора, но и привлекло внимание других участников BTS, находившихся в другом углу сцены. RM, как лидер группы, который в тот момент шел к левому краю сцены, сразу заметил романтическую ситуацию между Тэхёном и Чингуком.
Благодаря своей интуиции и профессионализму, RM быстро взял микрофон, чтобы поприветствовать публику на противоположной стороне, сосредоточив внимание тысяч глаз и главных прожекторов на себе, чтобы дать паре немного уединения. В то же время Джин и Джей Хоуп, ставшие свидетелями этого милого момента, не могли скрыть своих теплых улыбок. Джин быстро взял инициативу в свои руки и пригласил Чимена и Шугу спонтанно исполнить хореографию. На главной сцене развернулся захватывающий визуальный трюк, отвлекающий внимание зрителей. Это спонтанное действие участников эффективно переключило внимание основных камер стадиона и толпы, доказав, насколько сильны их забота и стремление защитить личный момент Тэхёна и Чингука от чрезмерного внимания. Чимен, известный своей близостью к обоим, тихонько смеялся и качал головой, подходя к Шуге за колонками. Шуга лишь слегка похлопал Чимена по плечу с едва заметной улыбкой, что стало знаком глубокого понимания смелости двух их самых близких младших братьев в тот вечер. Гармония и слаженная командная работа участников в тот вечер продемонстрировали, что связь внутри группы – это не просто связь коллег, а семья, готовая защитить друг друга при любых обстоятельствах. За кулисами после окончания шоу оператор заметил, что внимательность Тэхёна к Чингуку ни на секунду не ослабевала. Тэхён старательно обернул теплое полотенце вокруг плеч Чингука и протянул ему бутылку воды, нежно поглаживая влажные от пота волосы своего возлюбленного. Эта естественная и неизменная нежность показывала, насколько они были счастливы заботиться друг о друге в разгар напряженного графика мирового турне. Чингук проявлял не менее теплую заботу, всегда стараясь, чтобы Тэхён чувствовал себя комфортно и безопасно после выступления. Он без колебаний брал Тэхёна за руку, когда они шли по коридорам стадиона от гримерки, игнорируя проходящих мимо сотрудников. Развивающаяся между ними любовь, казалось, служила им одновременно и крепостью, и главным источником силы в противостоянии огромному давлению индустрии развлечений. Эта солидарность и привязанность сохранялись до самого конца выступления, после чего участники вернулись в главный зал ожидания за кулисами. Атмосфера в зале ожидания, до этого шумная от усталости после концерта, мгновенно стала теплой и наполненной смехом, когда Тэхён и Чингук вошли, держась за руки. Джин первым поприветствовал их игривыми поддразниваниями, обняв Чингука за плечо и спросив, не заставила ли его смелость на сцене участиться сердцебиение. Это откровенное признание мгновенно стало очень популярной темой в романтической литературе, вызвав множество трогательных откликов среди поклонников фанфиков. Многих тронула красота скрытой истории любви, так поэтично описанной на сцене стадиона Метлорф. Смелость и нежность любви между Тэхёном и Чингуком в ту ночь в Нью-Джерси считаются одним из самых знаковых и запоминающихся моментов в воображении фанатов. В конце концов, та ночь в Нью-Джерси была не просто масштабным музыкальным концертом, а сценой для расцветающего романа под светом прожекторов всего мира. Даже несмотря на то, что тур продолжился в других городах, сладкие воспоминания о теплом поцелуе и искренней привязанности между Тэхёном и Чингуком на стадионе Метлорф навсегда останутся в памяти как незабываемая романтическая история. Шумная атмосфера в зале ожидания постепенно стихла, когда участники BTS начали отдыхать после выступления, которое истощило их как физические, так и эмоциональные силы. Пока персонал убирал сценическое оборудование, Тэхён и Чингук сидели рядом в тихом уголке комнаты. Волнующее ощущение от того смелого момента на сцене стадиона Метлорф все еще оставляло теплое трепетное чувство в их сердцах. Далеко не чувствуя страха перед вниманием публики, в их глазах читалось глубокое чувство удовлетворения и облегчения, словно тайное бремя, которое они несли вместе годами, наконец растворилось в тепле той ночи. Наблюдая издалека, оператор тура заметил, насколько естественно их взаимодействие происходило за кулисами, без всякой притворности. Когда гримерка постепенно опустела, Тэхён нежно потянулся к пальцам Чингука, мягко сжимая их и пристально глядя в глаза своего возлюбленного. Никаких сложных слов не было сказано, только многозначительный взгляд, подтверждающий, насколько важен был их смелый поступок. Ощущая глубину его эмоций, Чингук мог лишь искренне улыбнуться, прислонив голову к плечу Тэхёна и наслаждаясь безмятежным моментом безопасности посреди бури их мировой славы. В
В тускло освещенных коридорах стадиона, когда они шли к гастрольному автобусу, Тэхён тихо прошептал Чингуку на ухо, выражая свою сердечную благодарность за непоколебимую смелость и доверие, которое Чингук всегда ему оказывал. Эмоциональным голосом Тэхён поклялся всегда быть неприступной крепостью, защищающей улыбку Чингука, как бы сурово не оценивали их взгляды окружающие. Чингук посмотрел на Тэхёна сверкающими глазами, крепко сжимая его руку в кармане куртки, молча принимая это вечное обещание без тени сомнения в душе. Поздняя ночная поездка до отеля в фургоне прошла в необычайно нежной атмосфере. Другие участники BTS больше не дразнили их по поводу инцидента, а вместо этого обменивались взглядами, полными глубокого понимания и безусловной поддержки. RM нежно похлопал обоих младших братьев по плечам, заверяя их, что семья BTS всегда будет для них самым безопасным убежищем, где они смогут быть самими собой. Короткое теплое объятие от Чимина и тихая, ободряющая улыбка Шуги на протяжении всей поездки подтвердили, что между ними ничего не изменилось. На самом деле невидимая связь, объединяющая семерых братьев, стала еще крепче и нерушимее, чем когда-либо. Тем временем, в тишине и уединении своего гостиничного номера, оператор тура просматривал необработанные технические кадры, надежно хранившиеся в памяти его камеры. Нежный поцелуй и волшебный взгляд, которыми снова обменялись Тэхён и Чингук, вновь вызвали у него слезы. Возможно, эти необработанные кадры никогда не будут показаны на экранах всего мира, чтобы сохранить мир, но оператор в глубине души знал, что стал свидетелем одной из самых чистых и смелых историй любви, когда-либо зародившихся на мировой сцене. С рассветом над Нью-Джерси теплый солнечный свет проникал сквозь окна, прежде чем съемочная группа начала готовиться к отъезду в следующий город. Шаги Тэхёна и Чингука в то утро казались легче и увереннее. Тяжесть, которая когда-то скрывалась за их сценическими улыбками, превратилась в чистую, непоколебимую смелость. Они вышли с высоко поднятыми головами, готовые встретить тысячи взглядов в предстоящих городах, уже не просто как две мировые суперзвезды, а как две души, дополняющие друг друга, непоколебимые перед лицом всего, что мир может им преподнести. В конце концов, волшебная ночь на стадионе Метлорф стала не просто еще одной главой в гастрольном путешествии BTS, а вечным памятником любви в сердцах и воображении поклонников. Эта история о сладком поцелуе под небом Нью-Джерси навсегда останется прекрасным напоминанием о том, что за ослепительным сиянием сценических прожекторов и оглушительными овациями миллионов чистая и искренняя любовь всегда найдет свой путь, чтобы сиять ярче всех, не омраченная временем, расстоянием или осуждением. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденным фактом.